Как обработать изделие без подкладки косой бейкой. Покажу свой вариант на примере пошива тренча Сибил от Вики Шью. Нарезаем под углом 45 градусов ленту из подкладочной ткани или любой другой окантовывать, которой вы собираетесь в свое будущее изделие. Важный момент: для окантовки прямых срезов кроить ткань по косой не нужно, тратя бесценные метражи. Фигурные припуски обрабатываем только косой бейкой. Складываем под прямым углом друг к другу лицевой стороной ленты. Скалываем и намечаем линию стачивания деталей. Соединяем детали, ставя закрепки в начале и в конце строчки. Приутюживаем шов, подрезаем припуск до 5 мм и заутюжим его на одну сторону. Далее берем устройство для формирования бейки. Я решила сделать на 18 мм. У вас может быть свой размер. Нужно ориентироваться на размер бейки в готовом виде. Аккуратно вытаскиваем нашу беечку и закрепляем иголкой. После того, как мы приутюжили нашу бейку, складываем ее пополам, так, чтобы одна ее сторона была больше на 1 мм. И снова приутюживаем нашу бейку. К лицевой стороне, которая будет смотреть на нас с изнанки красивой бейкой, мы прикалываем ее меньшей стороной. Лицом я для себя определяю ту сторону, окантованный припуск которой будет смотреть на меня с изнанки изделия. Прокладываем строчку четко в сгиб, ставя закрепки в начале и в конце. Далее оборачиваем припуск бейкой таким образом, что снизу у нас остается край больше на 1 мм. Прокладываем закрепляющую строчку в шов, как на видео, либо по краю косой бейки. Используйте любой из этих вариантов. Таким образом получается красивая обработка и меньше рисков не захватить бейку с обратной стороны. Друзья, я вам показала только один из способов обработки, которым я воспользовалась при пошиве моего тренча. Желаю вам легких пошивов и до новых встреч!